Золотая осень в Петербурге – время, воспетое поэтами и художниками, и впечатляет людей со всего мира, в том числе герои нашего сюжета. Именитый индийский фотограф, лауреат международных конкурсов и премий, приехал специально, чтобы запечатлеть яркие краски в своих новых работах. Проект «Петербург глазами иностранца» и взгляд из Индии на северную столицу прямо сейчас в репортаже на Первом канале. Вечный огонь на улице – это очень необычно, я такого не видел. В Индии можно встретить подобное только в помещении, и это совсем иначе выглядит. Снимок с вечным огнем на Марсовом поле, скорее всего, попадет на будущую выставку Срисайлама Пасупула. Впервые он оказался в России в прошлом году, приехал посмотреть чемпионат мира по футболу, был очарован Петербургом и решил вернуться уже не как турист, а как профессиональный фотограф. Его фотопроект называется «Город, люди, птицы». На индийских улицах все двери в домах открыты, в России закрыты. Это не очень живописно, поэтому людей на улицах сложно снимать. И я предпочел фотографировать в парках, на набережных или в музеях. Там проще встретить тех, кто никуда не спешит, и сделать хороший кадр. Срисайлам, или просто Шри, как он сам себя называет, большой мастер художественного портрета. У него 25 международных наград, в том числе гран-при конкурса Lonely Planet, где фотограф получил $10 000 за удачный кадр. Эту фотографию я сделал в Раджастане. 5 девушек шли мимо стены с граффити, и я поймал момент, когда реальные фигуры и изображения слились вместе в настоящую картину. Фотограф много путешествует по своей стране, снимает разные уголки Индии. Портреты, моду и художественные работы, больше похожие на живопись. Здесь столько вкраплений вот этих цветов. Это просто потрясающе. Вот мох сине-зеленым. Причем это естественный цвет, это не обработка. Для куратора проекта Любови Злобиной это уже второй иностранец в России. Год назад она открылся открыть для себя русскую живопись. Наш герой попал на выставку Ильи Репина в Русском музее и оказался в полном восторге от творчества классика. Я слышал о Репине, когда изучал историю искусств в университете, но когда я увидел его работы вживую, я был поражен. Он так мастерски рисует людей, передает язык человеческого тела, эмоции. Все здесь, и цвет, и композиция удивительно, потрясающе. Это вдохновляет меня и на мои снимки. И хоть он не знает, зачем запорожцы пишут письмо турецкому султану, его новые работы наполнились красками в духе репинских полотен. Он не мог после этой выставки спать и думал только о Репине, поэтому мы поехали в Пенаты. Он увидел, где жил Репин, он увидел могилу Репина, он увидел ту красоту, которая его окружала, и сделал очень хорошие кадры, и Репин стал его лучшим, самым любимым художником. На выставку в Капелле, которая откроется в конце ноября, попадут 25 работ. Автор обещает, что это будет не просто художественная фотография, а фотографическая живопись. Ведь осень в Петербурге способна впечатлить даже индуса своими яркими красками. Конечно, в Индии есть осень, но она не такая яркая и разноцветная, как здесь, особенно когда светит солнце. Я гуляю и фотографирую с утра и до вечера, от рассвета и до заката. Конечно, здесь холодно, и мне пришлось купить здесь теплую куртку. Зато очень красиво. Фотограф говорит, что обычные индусы ничего не знают о России, кроме того, что это огромная страна. И шутит, что его друзья больше. Здесь есть водка и шоколад Аленка. И он решил, что выставку нужно обязательно привезти в Индию, чтобы показать там, как прекрасна русская осень. А здесь напомнить, как важно смотреть на мир свежим взглядом, как это могут делать иностранцы или туристы. Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев, Первый канал, Петербург.